Четвертый день, точнее, ближе к вечеру, мы провели класс у трактира на воде. Нас пустил охранник на территорию рядом с рестораном. Детский пляж, был шторм, закрытый. Только не купаться. Не купались. Купались на другом пляже. Море штормило, и сила воды настолько громадна, что не так просто выбраться. Все сошлись на том, что вот это время с 16 часов работать очень комфортно, потому что жары уже нет. Плюс вечернее состояние мы цепляем, и можно и дневное написать, и вечерний переход вот этот. То есть для художника этот режим, это время очень удобно, и мы будем практиковать это в будущем. В этот день к нам присоединился Василий из Симферополя, акварелист, прекрасная техника. Он сказал, что нигде не учился, но нет такого ощущения, потому что есть понимание тона, есть понимание композиции, цвет, все на месте. Пятый день класса мы проведем на Ленинградке у красивого дома. И я спрашиваю у ребят, у моих коллег о впечатлениях. Так что следующее видео будет с их впечатлениями о классе. Epic Punch. Скажите, пожалуйста, на сентябрь есть какие-то встречи с вами? И можно ли как-то понять, насколько я уместно рисую или нет? Нужно ли чье-то одобрение? Всем вокруг нравится, а я не пойму, то ли мне повезло, то ли я чего-то стою. В обоих случаях вы чего-то стоите, и вам повезло, это точно. Не надо никого спрашивать. Спрашивайте всегда у великих. Ну, постойте рядом с работами, например, Рембрандта, я не знаю кого, ну, Малевича, «Черный квадрат», например. Поставьте рядом мысленно свою работу. Если она мощнее, по крайней мере, там что-то есть, то это уже плюс. А если она слабее Микеланджело или Рафаэля или Леонардо или и так далее, Боттичелли, ну, то есть смысл заниматься просто. Но эта планка, это двигатель, она позволяет вам двигаться, крутиться, что-то изобретать, рисовать, бесконечно себя улучшать. И так, глядишь, вы окажетесь на одной выставке, где представлены работы мастеров ого-го и вас. Внутренний цензор, на мой взгляд, это самый лучший цензор, потому что кто знает о вкусах людей, которые говорят, ой, как хорошо, которым вы нравитесь как художник. Ваш вкус уникален, юник, нет другого. Вы лучше знаете, что вам нужно делать и чего вы стоите. Вы же не яичницу, например, жарите, не рыбу готовите для кого-то. Самую-самую лучшую, по лучшим рецептам. А он пробует и говорит, а я люблю с душком. С душком человек любит. Может быть, даже кто-то и не знает, что это такое. С тухлинкой немного. Ну, вот у него вкус такой. От чего на него ориентироваться? Зачем нам тухлинка с вами? Анжела Сидорова. Если я пишу, то останавливаюсь только тогда, когда ловлю себя на том, что начинаю улыбаться, глядя на работу. Если улыбаюсь, значит, я близко. Или пора сказать «стоп». А бывает, рисуешь, мучаешь и себя мучаешь, и понимаешь, что-то не то. Удовольствия нет, глаз не радует. Это может быть и ЧБ. Получается, что я пишу для себя в первую очередь. А если кому-то понравится, то совсем хорошо. Для себя, Вячеслав, я эгоистка? Да. Ведь улыбка на лице сильнее, чем ненависть, гнев, выражение какой-то злобы. Она же проявление близости к начальству, благоговения некого, восторга, радости. Человек злобный, сомневающийся, недовольный, даже близко не сможет подойти к вратам начальства, кабинета главного. Ему надо будет отработать кучу того, чтобы он пришел с радостью. Для себя, как я понимаю, Анжела, в том смысле, что вы не зависите от мнения других. И вам не интересно, что будет потом с работой. Купят ее, повесят в Лувр, или кто-то, я не знаю, порвет. У меня работу одна заказала женщина, я написал ее портрет.
Потом мне сказали, что муж ее раскурочил эту работу и выбросил на помойку. А работа была хорошая. Такая для меня совершенно неожиданная. У меня была очень сложная задача. Нужно было написать необычно, стильно, вместе с тем, в общем, сложное. Мы проживаем, когда мы пишем. Мы проживаем какую-то новую жизнь. Это же новая картина. Мы не знаем, что будет. И это проживание раскрывает нас перед могуществом Вселенной. Мне так кажется. В этом смысле этот эгоизм, если так можно выразиться, да, это может быть самый высший эгоизм, который только можно вообще представить, потому что в этот момент мы можем родиться. В какой-то момент, когда мы абсолютно тотально пребываем в этом любви, в творчестве, да, мы можем родиться заново. Именно поэтому для меня так дорого это место. Так дорог Гурзуф. Здесь я родился. Это мой дом, моя родина. Многие просто спрашивают, чего я тут вообще. Паша, 270-597. Большое вам спасибо за ваше творчество. Очень стараюсь. Спасибо вам. Пожалуйста, подскажите, пожалуйста, как вы свои работы отправляете покупателям из других стран? Просто заворачиваете и почтой в рулон или на подрамнике. Возникают ли проблемы на таможне? Не возникало. Нужна ли справка о культурной ценности картины? Это безумие с этими справками. Это вообще незаконная операция. Я ничего не делаю, никаких справок, отправляю и все, пишу там постер. Гифт, подарок. Даже такие большие работы отправлял. Вы можете зайти на сайт Министерства культуры и прочитать там все касаемо культурной ценности. Да? Нет там такого, что мы обязаны делать какие-то справки. Если я сейчас живу, ныне, то мне не нужно доказывать, что этой картине уже там больше 50 лет. Естественно, там все так мудрено написано на этих всех циркулярах, что хрен разберешься. Но тем не менее, там есть строка, что никакой обязанности моей подтверждать это ничего нету. И возникла куча таких кочек, таких будок, которые жмут деньги из художников для того, чтобы якобы нужно подтвердить это, что ты не верблюд. Бред собачий, ничего я не делаю. Алексей Шалашов, не могу найти у вас видео с обзором бумаги для акварели. Подскажите, в каком видео вы делали обзор, на какой пробовали писать? Недавно, дня 4 назад, наверное, 5. Какую бумагу лучше использовать для масляной пастели? По пастели я не спец, совершенно не знаю, не работаю пастелью. По акварелью я просто купил несколько различных этих самых листов, пакетов, и две бумаги мне очень понравились. Одна называется, буква П такая, русская, стоит, называется «Палаццо». Очень приличная хлопковая бумага, писать на ней очень комфортно. Она там 300 или 400 грамм, она держит хорошо воду. В общем, сделана, по-моему, она в России по лицензии. Я заказывал А4 форматы, делал еще А3. Вот такая у нее, значит, это такая картиночка. Потом я брал бумагу Брауберг, тоже такой небольшого размера, 190 на 270, вполне в себе в порядке. Все хлопок, 300 грамм, 20 листов. Потом вот такая Баохонг. Это А4 и 300 грамм. Все хлопок. В общем, эти бумаги мне понравились. Но лучше, наверное, спросить у тех, кто акварелью занимается давно. Я как-то просто тестирую, мне очень нравится эта техника, она очень сложная. Я прям пребываю в блаженстве, когда что-то пытаюсь написать акварелью. Все новое очень интригует и притягивает. Профессиональные акварелисты прошу дать оценки современным бумагам, в нескольких словах, чтобы долго не блуждать в потемках и не тестировать, а уже просто брать то, что хорошо, и все, и работать. Не забывайте, друзья, про сердечки, делиться с друзьями, комментарии. В школу заходите,
живописи, там есть кое-что для вас. Анонс для примера, а после него покажу то, что написалось на 4-м дне семинара. Друзья, я выпустил 25-й урок «Море и скалы». Один знакомый художник мне рассказывал, что он обратился к своему профессору с вопросом, как писать скалы, горы. И профессор ему в живописи ответил: То есть скалы и воздух, деревья, воду нужно писать по-разному. Подход к скале должен быть рубленный. То есть изображать материальность воздуха, материальность воды, скалы, каких-то еще там отражения в воде. Это очень сложная вещь. И вот в этом уроке я показываю, как эти стихии соединить. Вы просто воочию увидите, как это можно сделать. Как касаться по-разному к той или иной материальности, чтобы ее передать и чтобы это зазвучало. Я надеюсь, что этот урок будет очень полезен тем, кто изучает мои находки, наработки. Ну, вот это холод, а это тепло. Вот на этом все держится. Все мои уроки, которые я выкладываю в онлайн-школе, на мой взгляд, могут помочь во владении мастерством живописи. Постановки, мотивы разные, освещение разное, подход разный и написание разное. Где-то декоративное, где-то вот реалистичное, где-то совсем фантастическое, дизайнерское. Просто изучайте это, и мне кажется, что это поможет вам более многогранно видеть окружающий мир по-разному, и вы просто будете по-разному писать. Вы сможете овладеть разными приемами. Я жду от вас на видеоразбор работы на эту тему. По крайней мере, нет у вас, если поблизости скал, напишите просто воду и отражение каких-то объектов в ней. С отражением воды очень непросто справиться. Ее нужно почувствовать, и пластику воды, пластику движения. Не стесняйтесь, присылайте работы на разбор. Удачи в живописи!